есть ли необходимость того, что человек должен сегодня однозначно выбрать, он здесь или он здесь? Ты можешь поменять профессию. Это глупо было то, что я, например, очень долго думала, вообще нормально ли, что я продолжаю жить жизнь. Вот, мне лечь умереть, что мне делать? Отдайте ей, пожалуйста, все тепло, очень классная, крутая Вера Котельникова! Когда все плохо, я хочу быть рядом с людьми, которых я люблю. Все делается так, чтобы мы чувствовали себя максимально беспомощными. Мне вот раньше казалось, что все, плюс-минус честно. Когда там людей лицом возят по гравию, да, это супер стрёмно. И они начали обсуждать, что происходит. И я такая, Потом их через 15 минут забрали в бобик. Слушай, я такой человек, который живет прецедентами. Я ни разу на митинге пизды не отхватывала, поэтому пока мне не страшно было. Я не думаю, что все, кто остался и не обсуждают войну, раз и стали черствыми людьми. Я думаю, что очень много кто остался и которым, правда, важно заниматься творчеством. Я стараюсь думать о будущей Вере, но в первую очередь хотелось бы не проебать настоящее по возможности. Покажи Чеботкова. Если не будет выбора, буду подстраиваться под ситуацию, которая есть. Но Чеботкова-то ты покажешь? Я вот сейчас, когда новости читаю, там, ты уже не удивляешься прям особо. Ты такая, цифру 7 запретили. Все к этому шло. Вер, несколько лет назад ныне нежелательная «Медуза» включала тебя в список топ-10 самых перспективных молодых комиков России. Эти несколько лет прошли, и кажется, что в них можно уместить не одну жизнь, и ты достигла нового уровня. И вот с точки зрения этого уровня мы с тобой поговорим о поколении, о профессии комика и, разумеется, о тебе. Но сперва нужно выбрать цвет. На каком фоне мы это все сделаем? На розовом. На розовом. Поехали. Скажи, Гордеевой, скажи. Правда ли, что всем тем комикам, которые 24 февраля 2022 года выставили там «Черный квадрат» или что-то написали про войну, поступили звонки от руководителей сообщества с просьбой все это убрать и прийти в себя? Мне не звонили. Я знаю, кому-то звонили. Я не знаю, кто звонил. И кто-то убрал, кто-то не убрал. Никто не говорил «убери». Людям говорили, а ты знаешь, что это несет за собой последствия? Такие-то, такие-то, такие-то. Имеется в виду отсутствие концертов или уголовная ответственность? Я думаю, что про уголовную ответственность, а отсутствие концертов – это скорее в ДК, которое принадлежит какому-нибудь государству, телеканалы, которые принадлежат государству. Да, мы понимаем, что они не совсем честно владеют этими местами, но они ими владеют, и они вправе решать, будешь ты там или нет. И тебе про это объясняют. И дальше ты такой, а ты когда это писал, ты вот это все осознавал? И куча людей такие, нет. А кто-то говорит, да, конечно, я все это понимаю. Мне важнее высказаться. Вообще это странная ситуация, что у нас государство это некий взрослый, а мы все какие-то дети. И мы вообще воспринимаем большинство... не могу сказать, что ладно, мы это кто мы нахуй? Я воспринимаю это как какого-то большого взрослого, а я такая маленькая, и прихожу, и что-то умоляю, а мне все время не все время мне отказывают. Тоже, что уж греха таить, мне не все время отказывают. То есть было бы гораздо легче, например, если бы мне все время отказывали. Это же в целом так работают абьюзеры. Они не отказывают тебе все время. Они говорят, на, спасибо. Это правда приятно. А потом говорят, на. И такая, ой, я наказана. И это ощущение, что ты ребенок. Вот здесь стендап номер 1 же, да? Да. Это вершина карьеры комика сегодняшней России? Попасть в стендап номер 1 в команду, выступать там и быть там принятым? Да нет. А что вершина? Стадионы, не знаю. Я прекрасно понимаю, что из-за того, что, например, мне кажется, я сейчас более востребована, чем до войны из-за того, что уехали комики. И это не потому, что я такая прокачанная, а потому что как раз-таки, условно, появился слот, который надо было занять кем-то. И Это стыдный стартап или не стыдный?
Ну, я не знаю. Если ты думаешь, что это вот твоя заслуга исключительно, тогда, конечно, это, ну, типа, фу, ну, чувак. Если ты понимаешь это и там, условно, не перестаешь ценить людей, которые уехали, остаешься с ними в контакте, стараетесь вы друг друга поддерживать, тогда, наверное, не стыдно. Я сейчас еще сообразила, что это же бывший штаб Навального. Да. И квартира Шульман здесь еще была. И теперь здесь стендап-клуб номер 1. Ну, такая какая-то метафорически, кажется, знаковая история, да? Нет, я не думаю, что сейчас в России есть хоть одна площадка, связанная с стендапом, у которой есть какая-то идеология. Я еще несколько лет работала вожатой в детском лагере. Да, такие люди, как я, с вашими детьми летом сидят. Я еще не худшая была, если вам интересно. Я на это все насмотрелась, и вот вам совет: хотите — пользуйтесь, хотите — нет. Возможно, безопаснее ребенка на все 3 месяца лета за компьютером оставлять. Так хотя бы точно будете знать, почему у него глаза красные. Мы старались быть хорошими вожатыми, правда? Мы не ругали детей по 2 причинам. Первая причина — иногда трудно наругать ребенка и не начать при этом ржать. У нас в лагере был инцидент, это прям официально называлось инцидентом. У нас один пионер другому нассал в ухо. Если вам интересно, почему, такое настроение было. Он даже не пытался выдумать причину, типа, туалет был занят, решил пописать в раковину. Да уж, ну, справился же. И как тут на серьезных щах сказать: Миша, не надо ссать товарищу в ухо. Самая важная причина, по которой не ругают детей в лагере, потому что считается, если что-то произошло в лагере, виноваты не дети, виноваты вожатые. Хотя это не всегда так. Мы как-то раз всем вожатским составом от начальства получили жесткий пропиздон за то, что у нас дети матерятся дохуя. Но не наша вина, такая смена приехала. Какого ты года рождения? 94-го. Получается, что в своей сознательной жизни ты не видела никакого президента, кроме Путина. Почему? Ельцин. 5 лет? Много. Ну, это много. Я помню, что мы с мамой ходили на голосование, и мы с мамой голосовали за Явлинского, потому что нам угарно было, что яблоко. Вот так вот мы разбираемся в семье в политике. То есть вам просто нравилось, что яблоко? Ну, типа, что партия называется «Яблоко». Это же кек. Это настолько несерьезно. Я даже помню, ну, в каком месте мы голосовали, потому что у нас там школа была в поселке, и вот там был пункт голосования. В твоей сознательной жизни, когда ты получила уже избирательное право, ты могла проголосовать дважды. В этом году и 6 лет тому назад. Ну, и еще выборы в Думу. Ты ходила голосовать? Да, я все разы голосовала за кого угодно, кроме Путина. Я часто называю себя глупой, но я думаю, что, правда, у людей есть какой-то некий интеллектуальный потенциал. Я не думаю, что он у меня крошечный, я думаю, что я сообразительная, что я логичная, но я действительно ненасмотренная, у меня не очень широкий кругозор, то есть я как бы стараюсь развиваться, но это все происходит как-то очень хаотично, несистемно. И в моей жизни долгое время политики ее просто не существовало, я от нее не закрывалась. То есть я вообще не знала, что она есть, это какие-то дяди в костюмах. Там что-то делают, какие-то свои дела. Я даже не ощущала никакого влияния на себя. То есть у тебя не было связи, что решения, которые они принимают, впрямую влияют на твою жизнь? Я это не осознавала. А когда пришло сознание, что это так? Когда были выборы в Думу и первые росгвардейцы. То есть для тебя это 2019 год? Наверное. Для меня памятное место. Там я видела самое большое количество ОМОНов в своей жизни. Там был какой-то митинг, и там был такой вот ручеек людей, и все так проходили этот ручеек. Какой-то был солнечный день, и стояло просто море ОМОНовских касок. Я ничего не знала, я зашла на площадь и слышу там: «Зачищайте площадь». Трубная площадь. Да. А я не знаю, что такое «зачищайте площадь». Я сижу, но мне повезло, потому что со мной рядом сидели на лавочке НТУ и Алёхина, и они обсуждали все, что здесь происходит. Я такая: вот что тут. А ты просто пришла на лавочке посидеть? Нет, я зашла на перекрытую площадь каким-то образом, потому что, когда ты дурак, для тебя некоторые двери открыты, потому что ты думаешь, что окно – это дверь, например. Соответственно, ты в некоторые места попадаешь просто потому, что ты не... ты идиотка. Если бы я знала, что там происходит, я бы туда никак бы не попала, я пыталась бы проходить. Ну, ты шла на митинг или просто... Я шла на митинг, но зашла туда. Не должна была я туда зайти, потому что он уже перекрыт был. А я туда зашла. Я как-то вот все мониторила новости, но я видела, как выглядит митинг, а я не могла как бы раньше попасть. А я что-то захожу, и как-то мало людей, как бы я по-другому видела митинг. И вот что-то я сижу на лавочке, тут кто-то тут кричит, тут за кем-то бежит кто-то.
А я что-то такая, а где митинг-то? Ну, вот так вот. Я нихуя не понимаю, заглушки стоят, естественно. И вот на лавочку со мной сели НТУ и Алёхина. Они Ты знала, тогда как они выглядят? Да, потому что у меня родственники православные активисты. Поэтому я с НТУ так шапочно знакома была. Ну, соответственно, Алёхину я тоже знала. И они начали обсуждать, что происходит. И я такая, Потом их через 15 минут забрали в бобик. И дальше все побежали, а я осталась стоять, и все мимо меня пробежали. Я такая, окей. Так вот я замечательно сходила на свой первый митинг. Поучаствовала в политической жизни страны. Ну, кстати, было очень страшно, потому что там людей по гравию в этом красному... Ну, типа, знаешь, гравий красный, который в парках лежит. Когда там людей лицом возят по гравию, ну да, это супер стрёмно. А что-то изменилось в твоем представлении о безопасности в своей стране в этот момент? Да, не знаю. Это не безопасность, а вопрос типа честно и нечестно. Вот такое вот детское понятие. Честно и нечестно. Мне вот раньше казалось, что все, ну, плюс-минус честно. А потом, когда я увидела, как там людей мимо идущих бьют, я такая, нечестно. Пойду покажу своим количеством, как нечестно. Ну и все равно, и продолжила жить дальше. Ну нет, я продолжила ходить, я продолжила там читать новости, но жить дальше я продолжила, да. Но потому что я не знаю, что делать. Ты знаешь, что делать? А еще, когда у тебя есть там условно 5 знакомых умных людей, которые разбираются в политике, и они все 5 человек разные говорят, такая, а я вообще тупая, я не знаю, что делать. Мне просто показалось, это так сильно несправедливо, как против людей, которые просто стоят, выходят обученные люди в амуниции, бьют их, задерживают, ломают руки. Меня не столько несправедливость выборов возмутила, а сколько, типа, как такое может быть, что государство вот так вот относится к своим, хозяевам. Ну, типа, люди же хозяева, а не политики. И меня это сильно напугало, возмутило. И потом я стала, как-то что-то читать. Я не могу сказать, что я разбираюсь, потому что еще такой информационный поток безумный. То есть у меня есть несколько, условно, моих личных лидеров мнений среди близких. Их мнения друг с другом вообще не мэтчатся. У меня, к сожалению, мнения почти что нет, кроме вот детского мнения. Какой отстой! Зачем война? Это же ужас! Нам всегда говорили, что это плохо. Зачем люди страдают? Ну, я понимаю, что, наверное, это типа большие дяди хотят себе денег и просто им все равно, потому что они защищены. И мне жалко всех. То есть у меня там мой друг, который супер оппозиционер, ему не жалко людей, которые с российской стороны уходят на фронт. Мне их жалко. Мне их, разумеется, меньше жалко, чем гражданских людей, на которых нападают. Мне, жалко людей в Белгороде. Я понимаю, что причинно-следственная связь, бла-бла-бла. Но результат же все равно пугает, расстраивает. Но в этот момент следующий вопрос, который человек сам себе задает, что я могу сделать. И вот тут есть 2 варианта. Или я что-то могу сделать, или я ничего не могу сделать, и я просто живу дальше. Все делается так, чтобы мы чувствовали себя максимально беспомощными. Но я думаю, есть какие-то микроштуки, которые можно делать. Понятное дело, что они не сильно облегчают тебе жизнь, осознание пиздеца, не делают большой какой-то гигантской пользы, но все равно это ощущение, что что-то я пытаюсь сделать. Например? Я думаю, что от войны страдают куча фондов, которые всегда помогали людей, страдают люди с особыми потребностями, что они там не получают медикаментов, оборудование, выезды на лечение, все стало сильно сложнее. При этом, говорить об этом тоже это на самом деле очень важно. Это так звучит тупо, но то, что если вы говорите об этом даже со своими близкими, это тоже очень важная часть, что вы можете сделать. Я редко говорю именно за политику. Я скорее пытаюсь говорить за нежность какую-то, за то, чтобы заботу о тех, кто рядом.
и о тех, кто далеко, о сострадании. Я понимаю, что это все очень детская, инфантильная позиция, потому что у меня есть друзья, которые говорят, этот мир надо сжечь. А я тютя. Ну, я такая. Я не могу себя сделать другим человеком. Возможно, наверное, если в моей жизни случится что-то страшное, это как-то поменяет мой взгляд на мир. Но пока я такая, давайте жить дружно. Где та красная линия, за которую ты точно не перейдешь, и с которой ты точно в своей стране не будешь мириться? Ну, во-первых, я не могу сказать, что я мирюсь. Я не знаю, что это за красная черта. Я на самом деле думала, что я бы хотела попробовать пожить в другой стране. Когда ты находишься внутри, ты по-другому ощущаешь это давление там, новостей. Угу. Когда находишься снаружи, ты тоже это давление, естественно, ощущаешь, но оно как чуть дальше от тебя становится. И это для тревожных людей очень важно было уехать, например, для сильно тревожных. Я на релаксе. Я думала как раз-таки, когда, знаешь, всех пугают закрытием границ, никто не знает, будет это или нет, но как бы такую вероятность все рассматривают. Я подумала, я не хочу остаться по другую сторону от моих близких. Когда все плохо, я хочу быть рядом с людьми, которых я люблю. У вас в семье есть консенсус по основным, сегодня разделяющим всех вопросам? Мне кажется, глобально да. Есть несколько точек зрения на то, что происходит сейчас в России, которые излагают люди, которые здесь не находятся. И глобально их можно разделить на две. Первое, что здесь все поддерживают происходящее. А вторая, что кто-то все-таки не поддерживает, но этих людей значительно, кратно меньше, чем поддерживающих. Я думаю, что их правда кратно меньше. Ты, когда ездишь по России, какие основные настроения? Вот какие, если можно, 5 эмоций, да, там, не знаю, страх, ненависть, любовь, ужас? Как сказать? У меня есть, например, знакомые, которые так сложилось, что они непосредственно недалеко работают от пропагандистов и с ними, так скажем, пересекаются. И они говорят, это очень странное чувство, когда ты оказываешься с ними рядом и понимаешь, что они не дьявол за зубами. То есть вот эти люди, которые вполне себе людоедские вещи говорят по телевизору. Да. Что чем как бы ты ближе к чему-либо находишься, тем менее страшным это кажется. Я не знаю, как это работает. И, соответственно, когда ты приезжаешь в другие города, и условно там ты до этого читала новость про фекальный сталактит. Знаешь эту новость? Нет. Я тебе скину. Это старая новость. Условно такая, блядь! Или там посмотрела видео на... Как это канал называется? «Настоящая Россия», да. И когда ты там смотришь некоторые, такая, ё-моё. А потом ты приезжаешь, что люди живут, улыбаются, кофе пьют. И как-то это не так жутко это все воспринимается. Я вот, например, была в Самаре недавно. И Самара потрясающе красивый город. Но ёк-макарёк, какой там центр в разрухе. Это просто жесть. И когда ты идешь и думаешь, если это воспринимать как арт-объект, то вот эта обшарпанность даже дает какую-то глубину, краски, осознание. Но когда ты понимаешь, что вот в этом доме, где вместо окна полиэтилен наклеен, живет человек, то становится стрёмно. А становится тебе стрёмно от знания о том, что за скользкую шутку, за неоднозначную, скажем, шутку ты или твои товарищи по профессии могут просто легко получить 10 суток административки, как минимум? Да, стрёмно, конечно. Это знание, которое сопровождает тебя каждый день, или все-таки ты об этом время от времени забываешь? Когда ты рассказываешь стрёмную шутку, ты же ее придумываешь. Это же занимает долгое время. Это некий протяженный мыслительный процесс. Поэтому, да, ты это осознаешь, когда ее придумываешь уже в процессе. Когда ты ее рассказываешь, ты это осознаешь. Эти барьеры стоят сразу в твоей голове? Естественно. Просто фильмы, движения, какие-то организации людей постоянно оскорбляли чувства неких верующих, самих верующих. Да. Скорее всего, никто не видел, но чувства были оскорблены, и это инициировало разные политические процессы, и уголовные тоже. Да, но я говорю, что, я не знаю, кто эти люди, кто оскорблялся.
Но юмора это пока не касалось. Нет, ну, наверное, как-то касалось, наверное, кто-то лично подходил. И это точно касается юридической цензуры. То есть, когда выкладывают там какие-то видео, то это все отсматривают юристы. И там в зависимости от площадки, у юристов разные критерии жесткости оценки. И я думаю, что даже людей, которые не находят, они даже разные задачи им говорят, что стоит рассказывать, что не стоит рассказывать. Мы же понимаем, что там в пивном баре степень цензуры другая, чем на федеральном телеканале. Наверное, меня не вызывает это противоречий, потому что я всегда росла в такой стране, и поэтому я такая, а как по-другому? Хотя, с другой стороны, не знаю, я все равно думаю, что так или иначе есть цензура какая-то везде вообще, на любой большой площадке, где есть условный начальник, всегда есть цензура, просто она разная, разные критерии. А чувство протеста в тебе в этот момент возникает? Наверное, возникало, но я давно уже выступаю, и у меня скорее позиция о том, что так, если я хочу что-то рассказать, но это не подходит под формат, а мне очень хочется это рассказать, значит, мне нужно переформулировать это так, чтобы это стало... Форматно. А оно останется смешным? Если оно перестанет быть смешным, то оно убирается. А сколько у тебя этих шуток убранных в стол? Да это не то, что я такая, убираю в стол. Вот такая вот, кстати, одна была. Это потом тебе на ушко расскажу про что. Я так ее смело рассказывала, даже хотела записать, и потом я такая... Но это не про политику было, скорее, а про одного конкретного политика и не про Путина. Но есть более страшный человек, чем Путин, который на встречу с Путиным в спортивном костюме ходит. Вот и шутка появилась. Так это не шутка, это он сам на угаре. А так они просто что-то сами куда-то там теряются, они теряют актуальность со временем. Многие шутки по форме перестают быть современными, адекватными времени. Потом их можно достать, переделать. То есть это не какой-то вот непризнанный писатель, который пишет в стол, ему все отказывают. Это больше тоже какой-то синоним распиздяйства такого вот. Многие комики очень структурированные люди, которые там ведут какие-то таблицы, дневник шуток, у которых все есть в файлах. Если говорить о комиках как о каком-то одном собирательном образе, это будет стендап-комик из сериала «На России-1» получаться. Елена Степаненко, что ли? Нет, в сериалах, когда изображают стендап-комика. Вот это так будет, если пытаться сделать какой-то собирательный образ, его нет. Нет же собирательного образа певца. В условиях, в общем, что влево, что вправо, очень сложные и стрёмные, опасные темы. Какие сейчас ты могла бы обозначить темы, которые для юмора безопасны и выгодны? Жизочки. Быт. Это почему шутки про какашки такие популярные? Потому что все это понимают. И условно, и отходя от какашек, там про стулья, про родственников в интернете, про парикмахеров, про самолеты. Это всем близко. Если комики находят в бытовой теме какой-то новый взгляд, это вообще супер круто. Учить детей — это не как учить взрослых. Учить детей — это просто много раз подряд повторять одно и то же, в идеале не психовать. То есть ты в какой-то момент ловишь себя на том, что ты стоишь, раскачиваешься и такая: убери тарелку в раковину, убери тарелку в раковину, убери тарелку в раковину. Как будто читаешь неамбициозную аффирмацию. У меня вот одному из братьев 10 лет, и я недавно узнала, что он либо не умеет, либо не считает нужным за собой в туалете смывать черкаши. И мне выпала эта честь обучать его этому. И первый раз 9 я ему спокойно говорила: пожалуйста, смывай за собой, пожалуйста, смывай за собой. Но оказалось, мое терпение не бесконечное, потому что когда я увидела это в 10-й раз, дальше все было как в тумане. Я не горжусь тем, что я сделала, но я выбежала из туалета, схватила свой телефон, вернулась в туалет, сфотографировала и подбежала к брату со словами: тебе нравится на это смотреть? Если тебе нравится на это смотреть, давайте я это распечатаю и на стенку повешу. Если тебе нравится на это смотреть. И так страшно стало, потому что когда родители наказывают детей, они должны быть последовательными в своих наказаниях. Я подумала: если он сейчас не смоет за собой, это же станет наказание для меня. То есть я снова это увижу, возьму телефон, грустно пойду в копирку со словами: ничего не спрашивайте, просто ебаните А3.
том политическом вакууме, в котором ваше поколение оказалось, ну, где вот на выборах был Путин и другие, был еще один человек по фамилии Навальный, который для вас, наверное, был как Гарри Поттер. Потому что он мог себе позволить что-то, что все себе не могли позволить. Не бояться, улыбаться, быть отчаянным. Смерть Навального — это все еще вещь, которую я не могу осмыслить, потому что для меня Навальный был не сколько человек, а сколько символ, правда? Что действительно какая-то есть возможность быть другим, что есть какая-то условная альтернатива, что все-таки это когда-нибудь, да, возможно. Может быть, это будет не сам Навальный, но это вот символ того, что изменения могут быть. И я до сих пор не осознала то, что... Я понимаю, что если там, условно говорю, смерть, а кому-то важно, чтобы я сказала убили, замучили. Ну, я правда думаю, что его замучили как бы... Ну, гибель. Да, я как-то это пока что не отрефлексировала. Я думаю, что какое-то огромное количество стояло за Навальным только от такого же ощущения безвыходности, как единственная альтернатива. Но при этом я думаю, что много молодежи не близок был Навальный, правда. А был ли кто-то другой? Я, правда, плохо разбираюсь в оппозиционерах. Ну вот есть Кац, есть... Кто у нас сидит в тюрьме? Яшин. Яшин из вот последних. Я Беседину обожала. Такая она смешная. Да, она классная. Когда мы говорим о том, что ты почувствовала бессилие, но все равно ничего нельзя сделать, мы забываем о том, что все-таки в феврале 22 года ты выходила на митинг. Да. Я шла туда с ощущением, а вдруг. Но я понимала, что это ничего не изменит. Страшно было? Слушай, я такой человек, который живет прецедентами. Ну, то есть я ни разу на митинге пизды не отхватывала, поэтому пока мне не страшно было. А после 22 года у тебя было какое-то смущение, может быть, или оторопь от того, как ты теперь будешь шутить, как люди будут вообще смеяться дальше? Естественно. Так глупо было то, что я, например, очень долго думала, вообще, можно ли что-то мне в Инстаграм выкладывать, типа, что вообще нормально ли, что я продолжаю жить жизнь, вот такое вот. И когда там прошло время, когда я в целом такая, мне лечь умереть, что мне делать? Тогда, наверное, я начала смеяться. Но в самом начале мне хотелось, что-то такое сказать, чтобы вот... мне сейчас хочется сказать, просто ты думаешь, интересно... Я стараюсь, короче говоря, что-то говорить такое. Не очень смешно получается. Как-то так вот. А как ты считаешь, можно про это шутить? Про свои эмоции относительно этого точно можно. Но тут вопрос... каждого личный, типа, зачем, как, что этично, на какой ты стране находишься, в какой ты стране находишься, готовы ли вы с последствиями своих шуток жить дальше. Но я в целом стараюсь что-то говорить так, чтобы я такая, мне бы не хотелось... Потому что когда ты условно находишься в комьюнити, и если ты начинаешь условно высказываться, находясь в России, оставаясь, ты не отдельная единица. То есть ты все равно принадлежишь к стендап-клубу? Не к стендап-клубу. Ты принадлежишь к стендап-комикам. Угу. Когда что-то делает Катя Гордеева, для огромного количества людей это делают журналисты. Я так никогда не думала, кстати. Да, но нет. И поэтому ты каждый раз взвешиваешь о том, что вот то, что я сейчас скажу что-то, я что-то выплесну. Я чувствую ответственность не только перед собой, а вообще перед другими комиками, которые в России. И я поэтому стараюсь сидеть на 2 стульях, называется это, if you know what I mean. Стараюсь условно не против своей совести идти, и не подвести кого-то, кто рядом из моих коллег. Это трудно? Я такой вафел. В том плане, что вот у меня позиция, я за все хорошее, против всего плохого. Соответственно, с такой позицией, конечно, не сильно трудно. У людей, у которых более радикальная позиция, им, конечно, труднее. Вопрос уехать для тебя не стояло? До сих пор стоит. Мы прикольно с подружкой недавно встречались в Сербии, и она прикольную штуку сказала.
когда ты оказываешься в другом государстве, у которого тоже дофига проблем. Это, типа, это, разумеется, будет дофига проблем, просто ты это не воспринимаешь как свои проблемы. И, соответственно, в плане государственного масштаба это больше не твои проблемы, то есть у тебя нет проблем, которые связаны непосредственно с проживанием в России, на тебя не сильно там влияют проблемы этого государства, в котором ты находишься в эмиграции. У тебя появляются абсолютно другие проблемы. Не говорю, что что-то легче, что-то сложнее, просто если для тебя условно ощущение свободы говорить, прочтение новостей, страх, ужас, если для тебя он тебя здесь поедает, и люди приезжают, типа, все, у меня нет никаких вопросов. Или если люди не могут работать безопасно, и они приезжают, мне тоже, разумеется, нет никаких вопросов. А для меня стояло только то, что просто я, кажется, устала загоняться. Хотелось бы вот так вот везде на тоненького пройти, чтобы я куда-то уехала, и при этом я имела возможность возвращаться, потому что у меня здесь семья, где они, там мой дом. И поэтому мне страшно быть человеком, который готов оборвать все связи в России, не иметь возможности сюда вернуться. Бесит необходимость того, что человек должен сегодня однозначно выбрать, он здесь или он здесь? Ты можешь не выбирать, ты можешь поменять профессию. Но мне всегда кажется, знаешь, что если ты шутишь, то ты должен быть очень свободен. Это как секс, да? То есть ты как-то должен позволять себе то, что ты хочешь, а не то, что предусмотрено какими-то рамками. Я думаю, что еще для людей есть куча других важных тем, других важных проблем, которые так случилось, что когда началась война, они не перестали существовать. И если для тебя условно важно какие-то там социальные вещи подсвечивать, если ты не будешь шутить про войну, хотя это вообще странно звучит фраза «шутить про войну», это не значит, что больше не осталось вещей, которые прикольно было бы подсветить творчеству. Помимо войны есть еще политика. Не только политика. В целом вопросы там связанные с гендером, с частной жизнью, отношением к возрасту, условно. Да, куча разных. Про ментальные какие-то штуки. Я не думаю, что все, кто остался и кто не шутит и не обсуждают войну, что это раз и стали черствыми людьми, которые решили: я деньги хочу зарабатывать. Это прикольно так думать людям, которые уехали. Потому что это такая типа еще защита для себя во многом. Я думаю, что очень много кто остался и которым, правда, важно заниматься творчеством для людей, которые говорят на русском. Какой шутке ты завидуешь? Чьей? Ой. Я что-то вообще не прям завидую. Я слушаю какую-нибудь шутку, вау, здорово, потом забуду ее, наверное. Я часто цитирую шутку Коли Андреева, которая меня, когда я первый раз слышала, она меня так сильно насмешила. Я перескажу, как в анекдоте. Я столько анекдотов знаю, Кать. У меня папа – это тот человек, который слушал романа Трахтенберга и говорил: да я бы ему такой анекдот рассказал. Он бы никогда... Он такой анекдот, как и я, знаю, он точно не знает, поэтому я просто вообще... У меня огромное количество анекдотов. Библиотечка анекдотов. Да. И даже на эту тему я знаю анекдот. Про тюрьму и номера анекдотов. Да. А про Колю Андреева, короче говоря, он говорит: мне 30 лет, и, соответственно, большинство моих знакомых, приятелей, им тоже 30 лет. И вот у меня есть одна знакомая, которая всех по-разному кризис среднего возраста ударяет. И вот она поняла, что она сейчас вот чем занимается. Ее вот так подвешивают на крюках в темном подвальном помещении. Там только свечное освещение. И пока она болтается на крюках, на ее тело капает раскаленный воск. И я ее не осуждаю, не поддерживаю, но завидую. Вот как она точно поняла, чего ей хочется в жизни. Как она точно готовится к тому, что ее ждет. Это, кстати, мне кажется, когда читаешь новости, то сейчас да и много кто начинает представлять себя в тюрьме. И когда у меня что-то в жизни происходит неприятное, я думаю, в тюрьме хуже.
А вот этот вот страх, он присутствует в твоей жизни? Сесть, получить административку? Ну, естественно, потому что мы все понимаем, что в судебной системе работает некий рандомайзер, и что нет ни одного человека прям чистого. То есть при плохом стечении обстоятельств ни деньги, ни связи, ничего тебе не поможет. Как было с Идраком, да? Ну, это вообще, я до сих пор не понимаю, что это было, зачем это было. Зато все сообщество, как-то так пришло в себя и больше не позволяет себе ничего, что могло бы выйти за рамки. Ну, а кого-то это разозлило, и кто-то там, какой-нибудь комик, который выступает на русском и находится в другой стране, он, наоборот, сильнее начал про это шутить. Сюда долетают шутки, которые на русском из Да, другой конечно, страны? конечно. Мои подруги из стендапа, у меня тоже несколько есть подруг, с ними мы что-то иногда обсуждаем. Но глобально я вот этот вот трындеж в гримерке, я чуть-чуть уже от него устала. Я выросла, и мне стало по-настоящему нравиться проводить время с родителями, потому что у взрослых людей есть очень классная взрослая опция не проводить время с родителями, потому что мне мама оставила аудиосообщение, правда, моя мама зовет с ней потусоваться. 6 августа, в субботу, может быть, в Серпухов бы съездили. Если ты могла бы, захотела бы с нами все вместе съездить, было бы здорово. Просто повидаться с родственниками, на кладбище сходить. Мама еще не бросает сообщение на грустной ноте, и вот как оно заканчивается. Или тебе такая тема неинтересна? Вот такая тема. Я бы согласилась на это предложение, только если бы оно было более авантюрным. Просто повидаться с родственниками, на кладбище сходить. Ты, я, 2 лопаты. Мы знаем, как дела у дяди Сережи, а то давно не виделись. С года, когда река из берегов выходила. Людям в городе, видимо, не так понятно, что это. Потому что у нас в детстве разговоры типа «О, опять гроб в озеро вымыло», это было, нормально. Ты, получается, первые 1,5 десятка лет проводила очень много времени в Кемерово. Летом, 3 месяца. Да, поселок — это вообще тема. А что за поселок? Пионер. Но на самом деле это было какое-то время поселком, а потом это уже стало частью города. И когда я родилась, это уже было частью города, но почему-то все до сих пор говорят поселок Пионер. Вообще в детстве поселок — это идеальное место, потому что это супер свободная зона для детей, что взрослые не боятся, что кто-то тебя там убьет, изнасилует, и дети свободно гуляют, и вообще все счастливы. Наоборот, мне Москва не нравилась. Мне Москва казалась супер несвободной, потому что ты там дальше своего двора не можешь уйти, потому что тебя выпустили на час, загнали обратно, а там ты вышла, во сколько проснулась. Если тебя бабушка там где-то выловить успела, чтобы накормить, то вот ты домой возвращаешься, а все остальное время ты носишься по полям, по лесам. Расскажи про Кемерово своего детства. То есть, когда мне еще было 16-17, это было популярно, это было потрясающе. Ивана Купала. В Кемерово? Да. Обалдеть. Обливались все. Так. В центре все купались в фонтане, туда добавляли пену. Люди с шлангом могли полить с балкона кого-то. Люди заливали воду вот так вот в открытые окна автобусов. В поселке мы, дети, были, значит, бутылки, которые нам бабушка делала, которая гвоздем пробивала, значит, дырочки в крышке, чтобы была струя. Там около какой-то бани, значит, был кранчик. Вы, значит, с барашком туда бежали, раскручивали, наливали эти бутылки и обливались. Это было супер. В Томской писанице все пускали веночки потом ночью. Очень круто. Что такое Томская писаница? Это парк. Угу. Парк на Томи. Я помню от Кемерово, там такие большие были угольные разрезы, и я помню, что меня потрясло, что этот разрез такой огромный, что по нему едет МАЗ, то есть самая огромная машина, и он кажется игрушечным. А мы, знаешь, чем с папой занимались? Папа у меня затейник, короче говоря. Мы когда в детстве, когда мама с папой еще жили, папа какие-то приколы придумывал, мама потом убиралась за нами. После наших приколов папа в какой-то момент нас собрал и говорит: пойдемте на угольную, не знаю, как это называется, кучу гигантскую. Будем искать древние растения. Я, мои сестры, папа, мы по этой куче носились и искали уголь, в котором отпечатались растения, либо какие-то вот эти вот, такие как панцирь завернутый. И мы набрали, значит, 10 мешков этого угля с самыми, естественно, красивыми растениями, притащили бабушке. Бабушка, естественно, настучала папе за это безобразие. И у нас там месяц этот уголь стоял.
Мы его больше не трогали, разумеется. Потом его кто-то выкинул. И когда выкинули, мы уже такие, зачем вы наш уголь выкинули? А похлопайте, у кого из вас есть дети? Окей, супер. А похлопайте те, у кого детей нет, но кто иногда коммуницирует с детьми. Супер, отлично. Не хочу знать, почему. Нет. Просто важно, чтобы вы понимаете, кто такие дети, вот эти ребята. У меня есть дети, у меня много детей, но у меня родила их мама и папины жены. У меня сторона отца, 3 младшие сестры. Папа, 4 дочери. А он всю жизнь хотел собаку. То есть это единственное, как я могу объяснить, почему он общается, типа, встали. Я недавно узнала, что скоро у моего папы будет еще сын. Прикиньте, у моего папы будет сын, и у меня с братом будет разница в возрасте 29 лет. Как будто мой папа от нас с сестрами внуков не дождался и такой, да похер, я уже сам дед. Давайте сейчас папырик его сделаю. С одной стороны, я за него очень рада, а с другой стороны, он старый. Я смотрю иногда на него и думаю, в твоем возрасте же не надо детей делать, да? Нас папа очень много возил, он нас загружал всех сестер в машину, и мы ехали какое-то время, ночь, сутки, и вот тусовались потом там неделю. В палатке? Нет. Там женщины стоят с картонкой. Написано «Сдает дом». Угу. Вы проезжаете мимо них. И папа что-то идет, договаривается. Потом какая-то из этих женщин садится с вами в машину. И вы такие, вот теперь вы здесь. И это здесь Неделю выглядит как тусуетесь. что? Типа дом как что, какой? Мой папа очень экономный человек. Поэтому как хуйня, но в детстве вам вообще все равно. Тоже нас папа возил в Турцию по горячим путевкам. Из Кемерово в Москву для 5 человек за 30 тысяч на 10 дней. Отель 2 звезды. Стоя там спали? В Кемере. Нет, кстати говоря, все хорошо было. Когда у тебя сестры, когда у тебя в целом любящая большая семья, как бы вы там ни ругались, ничего, тебе правда вот это вот тебе все равно, где вы находитесь. А ты помнишь, как родители разводились? Да. Просто люди не подходили друг к другу и развелись. То есть я думаю, что это правда и основная причина. То есть это не то, что он кого-то другого встретил и пошел в другую семью? Папа говорит, что нет. Вроде правда нет. Это для меня было, конечно, травмирующе. Просто потому что они еще ругались сильно. Но то, что у папы другая семья, как-то со временем нормально стало. У меня, во-первых, мама самый добрый человек на планете. Папа тоже. Мы все дружим. То есть мы там кому-то рассказываем периодически. Мои мама и папа хорошо общаются. И было, когда у моей мамы уже был муж, и мой папа приезжал в Москву, грузовик какой-то перегонял. И он останавливался у нас в квартире. Папа и еще второй мужчина, водитель, с которым они вместе этот грузовик гнали в 2-комнатной квартире. Да. Мама, отчим, я, папа, дядя Валера. Короче, нам как-то всем ок было. Хорошо, и когда в этой всей прекрасной дружной конструкции появляется Вера, которая говорит, а теперь я, буду комикессой. Что все эти люди говорят тебе? А институт когда закончишь? Кто-нибудь из них приходил на твои выступления? Да, и папа, и мама, и сестры. У меня еще, на самом деле, есть 2 двоюродные сестры, которые мне тоже как родные. А кто твой самый главный фанат в семье? Думаю, что одна из моих сестер, которая еще по совместительству один из моих самых близких друзей. Это, классический вопрос, которым задаются все люди. Типа, если бы мы не были бы родственниками, мы бы вообще с этими людьми бы захотели разговаривать. Это нормально. И это один из тех людей, которую я обожаю, независимо от родственных связей. И просто я ее фанатка. Она меня любит. Бабушка важный человек в твоей жизни? Иногда складывается образ, что я говорю про одну и ту же бабушку. Они обе важные в моей жизни. Просто одна... То есть бабушек 2, еще есть прабабушка? Уже нет, но была, да. Угу. С одной бабушкой были всегда теплые отношения. Она всегда была крикливой, но по ней всегда было понятно, что она очень добрая. Прабабушка была строгая, но всегда казалось, что она очень справедливая. А вторая бабушка, которая меня воспитывала большую часть времени, скорее всего, у нее большие недиагностированные проблемы с головой. И она очень хаотичный человек. То есть я там первые лет, наверное, со скольки мы с ней тусовались? С 7 до, наверное, лет 14. То есть 7 лет ты жила в таком ощущении
Ты никогда не понимаешь, что ты сделала правильно, что неправильно. И гнев и милость, они исходили не от того, что ты сделала или не сделала, а от ее восприятия. И сейчас уже многие люди говорят, что я бабушке пытаюсь вечно поставить какой-нибудь диагноз из интернета. Сейчас у меня версия, что у него ПРЛ. ПРЛ — это что? Пограничное расстройство личности. Многие говорят, что когда тебя воспитывает человек с ПРЛ, это похоже на когда тебя воспитывают пьющие люди. Угу. Ты всегда насторожена. Про детей-алкоголиков так говорят, что они по тому, с каким звуком ключ в двери поворачиваются, пытаются предугадать, в каком настроении человек находится. И вот моя бабушка тоже была абсолютный хаос. То есть моментами она была невероятно доброй, невероятно щедрой, помогающей. А моментами, просто тебя смешивали с говном, и задача была тебя уничтожить психологически, ведь тебе 9, и ты законченный человек. И когда я уже стала подростком, я такая, это супер ненормально. А ты могла кому-то пожаловаться из взрослых? Нет. Потому что, во-первых, я поняла, что это ненормально, когда бабушка уже уехала от нас, то есть и когда я осталась одна и вообще анализировала то, как я сейчас себя веду, к каким я там привыкла стимулам, поощрениям, я офигела, как все это нездорово. Но суть в том, что эта бабушка, она воспитывала маму тоже. Она очень любит свою маму, она ее очень уважает, она ее за очень многие вещи благодарна, и она не может себе допустить мысль, что она что-то делает не так. Моя мама в моем детстве очень много работала. Очень много работала. Она старалась со мной проводить время, но у нее просто его было катастрофически мало. Какую из этих бабушек ты собиралась взять с собой в Париж? Ты мне рассказывала, что собиралась до войны поехать в Париж, снять квартиру и взять с собой бабушку. Да, ту, которая крикливая, но добрая. Но она смешно крикливая, но с ней хочется, чтобы она посмотрела это, хочется именно этот опыт пережить вместе с ней. Почему именно Париж? В детстве я была уверена, что я буду жить в Париже. Наверное, потому что мне казалось, что он какой-то сказочный, романтичный. Как и 6-летняя я. Теперь ты не собираешься ехать или не собираешься вести бабушку? Или кажется, что это уже другая жизнь, которую невозможно вернуть? Нет, я очень хочу, просто сейчас я к этому подхожу с головой и понимаю, что так, это мне нужно сделать документы, там я сейчас в процессе, условно, переделывания загранника нахожусь, хреново тучу лет, получения виз, получения визы для бабушки, то есть я все еще хочу, просто это сейчас стало тяжелее. Чем больше я сижу с мелкими, тем больше хочется быть хорошей дочерью для своей мамы. А мамам, бабушкам, старшим женщинам в семье им в целом трудно сделать что-то приятное, отвезти их в кафе, сделать им подарок, потому что они от всего отказываются, причем драматично, там всегда вот это не надо, не надо, не надо. Оставь эту 1000 себе. Ты же без нее пропадешь. Самое страшное — это пытаться маме предложить сходить к психологу. Мама, хочешь, я тебе оплачу психолога? Я что, сумасшедшая? Это дальше стоишь, минуту подбираешь синонимы к «да». Но я долго думала и догадалась, как мамам делать подарки. Ты покупаешь для мамы какую-то вещь, не говоришь, что это вещь для нее, берешь эту вещь, ставишь около мусорки и говоришь: мне не надо. И после этого обязательно последует фраза: ой, такая хорошая. Что ты ее выкидываешь? Не надо, лучше я себе заберу. Если хотите бабушке подарок сделать, что на всякий случай его в 3-литровую банку положите. Но я, на самом деле, недавно маму уговорила сходить к стоматологу, я оплатила ей стоматолога, и там буквально пару пломб, а я ходила с такой мордой, как будто на мои деньги маме 2 новых рта пришили, и я прям так гордилась собой. Я маме оплатила, это я оплатила. А потом мне так неловко стало, потому что мама тратила на меня деньги огромное количество времени. Она тратила на меня деньги 18 лет, если быть точно, 24 года. И она никогда меня этими деньгами не попрекала. Хотя, учитывая, сколько денег она на меня потратила, она имеет полное право ходить со мной и говорить: это моя сука. Я создала эту сучку с нуля. Видите это? Видите? А когда мы встретились, она была с голой жопой. Когда у тебя была первая депрессия? Я часто впадаю в эти депрессивные состояния, в депрессивные эпизоды. Когда я первый раз поняла, что это депрессивное состояние, это было, наверное, мне 20 с чем-то. И я поняла, что это точно прям что-то
outstanding, ну, что-то сильно нездоровое. Я на протяжении месяца плакала по 6 часов в день. Ого. Я засыпала в слезах, я просыпалась в слезах. Это, по-моему, не совсем правильное научное название, но, правда, можно поискать что-то. Это называется реактивная депрессия. Это когда человек на тяжелое эмоциональное состояние реагирует очень, эмоционально. И это благодаря этим факторам легко понимать, что с тобой что-то не в порядке. Если ты больше 3 дней ревешь постоянно, в моем случае, я такая: мы знаем, что это такое. Мы знаем, что с этим делать. У меня рекуррентная депрессия. Это постоянные повторяющиеся депрессивные эпизоды. Связано с временем года? Разной тяжести. Нет. Ты чувствуешь ее приближение? То есть, чтобы что-то навстречу сделать такое, чтобы она отступила? Да, все самое простое, что делают. Нормально питаешься, нормально спишь, много физической активности. Если нужно, пишешь психиатру. Возможно, вы чуть-чуть меняете дозировку препаратов. Вы обсуждаете это с психологом на сессии. Ничего сверхъестественного ты с этим сделать не можешь. Ты единственный человек с регулярной депрессией в своей семье? Нет. У меня у сестер, там у одной точно диагностированы депрессивные эпизоды, у других как-то так-сяк. Мне кажется, мои взрослые близкие некоторые находятся в депрессии, в тяжелой, но они ее не признают. Не признают, естественно. Просто потому что это у них не в тренде заниматься своим психологическим здоровьем. Мне кажется, куча взрослых людей в тяжелейшей депрессии находятся и находились. Просто если мы не дадим этому имя, значит, этого не существует. Это поколенческая проблема? Да. Это какие-то обстоятельства их жизненные. Когда у тебя нет возможности на депрессию, нет возможности дать себе отдохнуть. Ты не можешь выпасть из рабочего процесса, потому что у тебя есть семья, у тебя есть государство, которое за тобой следит. У тебя есть ответственность перед огромным количеством людей и на работе, и дома. У тебя нет возможности разрешить себе депрессию, когда ты живешь в безумном темпе. Ты помнишь вот тот момент, когда ты переехала в Москву и поняла, что мама тебя привезла сюда, если не навсегда, то очень надолго? Да, я лет 5 ныла. Я хотела назад очень сильно. В классе, наверное, в 5 у меня прям появились подруги. Мы стали много времени проводить вместе. Вот когда мы стали выезжать за пределы своего района, рассматривать вообще Москву, узнавать о каких-то выставках, тусовках, понимать, что то, что показывают по телевизору в сериале «Клуб», это я про себя рассказываю, мои подружки умные, в отличие от меня, показывают в сериале «Клуб», это реальный клуб, и он вот здесь, вот это да. Нет, Москва супер город, но мы же понимаем, что Москва прекрасная за счет других городов России. Мы понимаем это. К сожалению, да, и это осознание, чуть омрачает. Не останавливает нас, естественно, никого от поедания круассанов в кафе за 350 рублей. И кофе за 400. Реально? Да. Пиздец. Короче говоря, мне кажется, вообще любой город есть за что любить. И я в какой-то момент прям не нравился мне Череповец. А что тут этой зимой приехала, так прониклась, что-то погуляла. Дети какие-то там радостные носятся, собак много. Люди живут. Я ела в Череповце лучшее ризотто в своей жизни. Часто ты сталкиваешься за границей России с осуждением, что сейчас, когда Россия вот так выглядит со стороны и такие вещи делает, здесь все равно люди пьют как он называется, лавандовый раф, да? Люди, которые осуждают тебя, они обычно особо близко к тебе не подходят. Потому что большинство людей в обычной жизни не так-то любят открытые конфликты. Для меня пару раз доходило то, что из-за того, что там я живу в Москве, то, что я не уехала, это значит, что мне не стоит выступать на каких-то площадках за границей. Ты так не считаешь? Я не знаю, мне все равно. Это люди, это их площадка, это их организация.
Не хотят, чтобы я там выступала. Ну, обидно, но как бы окей. Вера, значит, твоя трудовая карьера началась все-таки вот в этом микрорайоне, в самом сердце телеканала «Россия». Я работала в подвале, это потрясающее место, я туда попала абсолютно случайно. Но суть в том, что у меня были операторы. В смысле, они у тебя были? В смысле, они пили у меня, потому что в какой-то момент мой шеф получил барную лицензию. У нас там официально разливалось пиво. А ты была барменом? Вы сейчас увидите, что это за место. Так. Барменом это не назовешь. Я была буфетчицей. Так. И также из-под пола мы продавали водочку чисто для своих. И вот как было, приходили операторы, а в 12 открывалось, значит, заведение. Они бухали у меня до 3, некоторые до состояния типа прям соплей. А потом говорили, ну все, идем работать. Мне еще рассказывали байку, не знаю, насколько это байка или нет, что был какой-то оператор, у которого был фирменный ракурс, такой вот интересный, слегка набок завалившийся. И это казалось, что в итоге, что это фирменный ракурс, потому что он бухой и не может по-другому камеру нормально то ли держать, то ли выстроить. А ты сама с ними пила? Нет, я работала. Но после работы пила. Пила. Это сколько тебе лет было? 18. А ты в каком возрасте вообще начала пить? В 16, где-то так. И я прям сразу влетела в эту тему. С ноги просто. То есть ты прям бухала-бухала? Да. С запоями? Ну, я не могу сказать, что это были прям запои, но когда ты условно 3-4 раза в неделю бухаешь, и один из них ты в говно, это, ну, типа алкоголизм. Вы можете открыть стадии алкоголизма. И это там находится даже не в начальной стадии алкоголизма. Но ты помнила, что с тобой происходило? Не всегда. А, то есть с блэкаутами? Да. У меня был типа сильный депрессивный эпизод, прям сильный. Это когда я первый раз в жизни пошла к психиатру. Мне прописали таблетки, с которыми нельзя было пить. А мне было настолько плохо, что я такая, если с ними нельзя есть, я буду это пробовать. И я месяц не пила, пропила таблетки и вообще как такая, как будто проснулась. Ты в КВН играла в Кемерово? Нет, в Москве. А зачем ты туда пошла? Ну, в смысле, я без осуждения. Это вопрос. Там моя подруга играла. Она училась на судфаке. У них была оттуда команда. Я пошла ее поддержать, и мне очень понравилось. Я осталась играть в КВН. А как ты вообще к системе КВН относишься? Мне нравится такой на коленке сделанный КВН, который такой студенческий, очень искренний. Но вся структура, когда ты уже попадаешь в АМИК, вот это все для меня прям... Почему? Ну, потому что там предвзятые люди, потому что это... КВН — это очень дорого. Команды платят гигантские взносы в любой КВНовской лиге. Если у команды есть спонсор, как бы все ок, команда может нормально двигаться. То есть платить взносы, покупать реквизит, покупать нормальную форму. Если спонсора нет, мы пробовали играть. Ну, как бы меня взяли девочки, которые играли в серьезный КВН к себе в команду. И мы пару раз, я с ними сыграла во взрослый КВН. Я девочек обожаю, мне всегда нравилась подготовка, но сама эта система взносов меня всегда вот жестко пугала. Ну, то есть это что-то ненормальное. Там гигантские цены за одну игру. Хорошо, даже если мы отставим цены, вот ты когда смотришь КВН, ну или, окей, смотрела, Да, тебе смотрела. смешно? Мне было супер угарно. Я в детстве очень любила КВН, и мама любила КВН, и мы ходили на КВН тоже часто, но мы ходили не на игру, и была такая раньше тема 2-й, 3-й день. То есть в каких-то там финала, например, то есть его отсняли уже, все решено, но на 2-й, 3-й день те же самые команды показывают ту же самую программу, только все расслабленные, все понимают, что ничего не снимают, соответственно, цензура гораздо ниже, там всегда разминка с залом идет, много импровизации. Это супер угарно было, мне очень нравилось. Какое-то время телевизионный КВН был, правда, очень смешной. Да, это странно смотреть, это сейчас странно осознавать уже, что типа 40-летние люди в пиджаках танцуют. А когда в костюмчиках Карлсона танцуют? Ну да, это типа странно осознавать. Но в целом я не люблю, когда люди говорят: фу, КВН, зачем вы его смотрели? Нет, там очень много остросоциальных шуток было. Ну, правда. Много очень смешных по форме, было очень много пластического юмора, музыкального. Это было круто. То, что сейчас будет делать Светлаков, это будет альтернативой? Ой, ну там, я говорю, что до меня какие-то слухи, новости доходят, но, короче, когда выйдет, тогда будет понятно, что там по итогу получится.
Из того, что сейчас есть, ну, назовем это так, на рынке юмора в России, ну, конечно, тяжело. На рыночке. На рыночке, на базарчике. Что ты смотришь сама? И где тебе смешно? Я смотрю и смотрела много проектов стендап-клуба №1. Мне было смешно. Сейчас сильно меньше стало, но я вообще как бы последние лет 10 я редко потребляю напрямую юмористический контент. То есть мне, например, нравится... Я угораю по аудиокнижкам, и мне гораздо прикольнее слушать книжку, где есть там драма, и когда там появляются шутки, мне вообще супер смешно. А вот там, не знаю, ЧБД, плюшки. Я Богдана из плюшек. Я просто обожаю. Ты тоже, я знаю. Это один из самых добрых людей, которые вообще есть в комьюнити. Он невероятная булочка. Он какой-то такой родной вообще. И он ко всем добрый. То есть это очень важно. Не когда человек добрый, потому что есть какая-то условно статусность, и вот если ты дошел до этого уровня, тогда вот с тобой будут ласковыми. Все эти люди у меня записаны. Ну, я шучу. Ну, мы там в конце титра дадим. Да, естественно. Или вот так они могут пробежать. Да, товарищ майор, обратите внимание на этих людей. 4-й вот там человек вообще не очень. Да, и... Но шоу ты его смотришь, ну, плюшки? Нет. Ну, не потому что что-то не так с шоу. Я просто супер редко потребляю юмористический контент. В основном я смотрю сериалы зарубежные юмористические. То есть из заграничных комиков ты тоже не смотришь? Ну, редко. Есть куча комиков, которые фанаты стендапа. Они любят смотреть, они любят смеяться, они любят какие-то приемы там ловить. Я плыву по течению. И ты из этого будущее все-таки свое не выстраиваешь? Ну... А кто сейчас вообще будущее выстраивает? Не очень ясно. Ну, я в целом, я стараюсь думать о будущей вере, но как бы в первую очередь бы хотелось бы не проебать настоящее по возможности. Блин, я вот опять матюкаюсь. Ну, а что делать? У тебя же очень православная семья. И мама, и отчим. Мама и младший брат. Мама и брат, они не в том православии, которое, ну, запрещает любые проявления, ну, скажем, ненормативной жизни. Мат, феминизм и все то, что исповедуешь вообще-то ты. Нет, мат я не исповедую. Причем мы с братом об этом разговаривали, и я говорила, что есть, ну, условно, контекст. Что я, когда в жизни разговариваю, я не матерюсь, потому что я понимаю, что такое контекст, уместность, ты там не пойдешь в баню в шубе. И про феминизм мы как бы вообще не разговариваем. Я из семьи сильных женщин, там даже не стоит вопроса феминизма, там мужчины всегда были вот какой-то там придаток. Ну и мы с мамой разговариваем, то есть есть какие-то вещи, я говорю, вот это там моя позиция, мама говорит, ну я ее не принимаю, ну там не осуждаю. Но ты себя считаешь верующим человеком? Нет, это так грустно на самом деле. Классно верить. Это так помогает справляться. А мама тебе что говорит, я за тебя помолюсь, Вера? Да. Ну, то есть она мне это не говорит, просто я знаю, что она молится и за меня, за моих друзей, у которых проблемы. А что ты думаешь, что после смерти? Пыль, которая соберется в другого человека. Быть комикессой – это автоматически значит, что требования к твоей внешности никакие? Есть разные комикесы, есть невероятно красивые. Риану Лалаеву там привожу в пример, но она же просто невероятно красивая. И при этом она очень смешная. А у тебя с внешностью какие отношения? Ой, мне две вещи важны. Чтобы меня устраивало то, что я вижу в зеркале, и чтобы я была условно социально одобряемая, плюс-минус. Это очень крутой продюсерский ход, когда у человека условно есть образ, то есть есть какие-то вот особенные черты, про которые человек постоянно шутит. Это для зрителя очень удобно, он привыкает, то есть он уже человека как родного воспринимает. Но я в это не верю до конца, что это возможно, потому что моя внешность – это триггер для комментариев. Всегда? Ну, почти всегда, да. Ну, то есть есть много людей, которые там ко мне тепло относятся и хвалят мою внешность, но чаще всего люди, когда меня видят в первый раз, это «а где брови?» Где брови? Пизде. Ну, меня все устраивает с моими бровями. Я сейчас себе представила брови, там, где ты сказала. Можно сделать брови и лицо нататуировать. Как тебе идея? Спроси мужа, нравится ли ему такое. Я сейчас только всего представила.
Ну, то есть там это классика, когда это вообще независимо от пола, например, люди начинают обшучивать внешность, кто на кого похож. С одной стороны, это надоедает, когда там, условно, у человека есть какие-то специфические внешние черты, и под каждым видео один и тот же прикол. Но при этом я людей, не могу осуждать за это, потому что, я не знаю, Кать, какой ты человек, но я, когда прихожу в музей и смотрю на картины, я всегда думаю, дядя Дима. Вы так делаете? Мы так с детьми делаем. Да. Соответственно, люди в комментариях, конечно, тоже пишут, кто на кого похож. It's okay. Когда я одной своей знакомой сказала, кого мы будем снимать, она говорит, это та Котельникова, которая была толстая, а потом похудела? Да, это я. Давай тогда сначала, как ты поправилась? Я была очень долго худой, потом у меня был переходный возраст. Видимо, как-то по-другому поменялись гормоны внутри моего организма. Я, естественно, ворвалась в 14 лет в питание чипсами, и так вот вес и набрался, в общем-то. То есть я никогда не была толстой, я была в теле. То есть я до сих пор свои фотографии смотрю и такая, вообще, я загонялась больше, чем стоило. Угу. Так, а похудела ты как? Есть такое самое популярное российское модельное агентство, называется «Авант». И они раньше устраивали конкурс на попадание в модельный лагерь. Там неважно, модель ты, не модель. Ты участвуешь в марафоне питания. Они находили диетолога, вы вступали все в группу, и она рассказывала, как питаться. Кто-то там был на дефиците, кто-то был на профиците, наоборот. Кому-то нужно было набрать вес. И потом в итоге они отбирали кого-то, кто как-то лучше всех прошел курс, лучше всех изменился. Там был дневник, значит, ты вела, можно было в другом аккаунте, можно было в своем аккаунте вести, дневник питания, там все. Я начала это делать. И в какой-то момент мне вообще стало неинтересно участвовать в этом конкурсе. Мне просто стало комфортно следить за своим питанием, следить за своей активностью. Мне стало это интересно. Мне кажется, что люди, которые участвуют в марафонах, это что-то такое, кринж, нет? Во-первых, это было бесплатно, что меня, естественно, подкупило, потому что тогда у меня денег было зеро. И плюс мне очень понравилась девочка, то есть это нет какой-то истории я обладаю магическим секретом, и только я расскажу вам про это. Там, наоборот, была супер прозрачность. И меня это очень сильно подкупило. Для того, чтобы сделать большую карьеру в России, комику нужно попасть на федеральное телевидение? Раньше, да. Раньше нужно было, сейчас нет. Но если бы сейчас тебе предложили пойти на любой из федеральных каналов, с определенными условиями, но тем не менее, ты бы пошла? Нет. Почему? По многим причинам. В первую очередь, мне это неинтересно. Во-вторых... То есть это не работает как социальный лифт и как карьерный лифт тоже? Нет, может и работает, но мне не нужен социальный лифт. Плюс есть, например, второй момент. Я стараюсь максимально далеко быть от ВК, потому что это площадка, на которую мне не очень хочется звать людей. Это, наверное, главное почему. Смотри, одно из главных комических шоу страны «Что было дальше» взяло и прям целиком переехала на ВК. У них там просто своя история взаимоотношений участников, продюсеров, телеканалов. Это большой-большой запутанный клубок, почему так произошло. Там миллион разных факторов. И я не буду это рассказывать, потому что я все это знаю в формате сорока на хвосте принесла, и сорок 500, и ты там что-то складываешь, сама по себе пазл. Так, а ты почему не хочешь во ВКонтакт идти? Потому что мне некомфортно от того, что все знают, что это площадка, где читают переписки, где за твоими постами следят, и что это в норме вещей. И мне просто не хочется звать туда людей. Но ВКонтакт – это та площадка, которая сейчас в России платит больше всего денег и дает самые большие промо-возможности. Есть интересный момент. Я не до конца понимаю, зачем людям самые большие деньги. Я много зарабатываю, и мне этого достаточно. Я делаю то, что я хочу. Прости, пожалуйста, много – это 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей в месяц? 300 тысяч рублей в месяц. И тебе этого достаточно, ты больше не хочешь? Я могу делать все, что хочу, и я не связана никакими договорами. Зачем мне тогда это? Получается, что в этом контексте твоя свобода и независимость тебе дороже, чем те деньги, которые могли бы тебе прийти? Во-первых, да. А во-вторых, я не знаю, как я жила бы в ситуации, если бы, например, у меня была бы семья большая, или если бы у меня кто-то из родственников болел, или если бы я, например, была бы из какого-то региона и знала, что мне, чтобы остаться в Москве, мне нужно здесь купить квартиру. Просто так сложилось, что мне
не нужны большие деньги. И я супер довольна, благодарна, что так вышло. Значит ли это, что все те, кто пошли во ВКонтакт, хотели большие деньги, чем у тебя? Может быть, потому что, возможно, они меньше зарабатывают, потому что у меня так или иначе есть какие-то там YouTube-проекты, которые вот «Правило 34» подкаст, где мы с Колей. Это не приносит каких-то гигантских денег, но это тоже типа часть, которая там приходит с рекламы. Самая большая часть покрывает съемку, работу команды и аппаратуру. Какая-то оставшаяся часть по процентам делится между соведущими. Типа Коля делает все на свете. Спасибо ему за это, потому что я типа такая, я пришла, я опоздала, села в кадр, вот я посмотрела интервью, что повисела, все, пока, я бегу. Ну, а Коля занимается там всем монтажом, обложками, стилем, контролирует. Возможно, у людей нет таких проектов, и они их как-то ищут, и им предлагают ВКонтакте. Это может быть деньги не то, что больше, чем у меня, но типа хотя бы столько, как у меня. То есть, я не знаю, как другие люди зарабатывают. Раз уж мы заговорили, правило 34, что это значит? Правило 34 – это такое правило, что если что-то придумано, значит, про это есть порно. Если мы будем рассматривать ситуацию перехода комиков во ВКонтакт, какое порно про это есть? Я не знаю, но есть точно порно про стендап-комиков просто. Кто-то за шутки сосет в гримерке, типа вот кому-то написали шутки, кто-то просто голый выступает. Секс-скандалы – это вообще классика индустрии развлечений. А вот люди, которые занимаются комедией, они вообще какие-то как будто вот по части секса все время какие-то есть проблемы, нет? Что они все время попадают в какие-то такие истории. Или, по крайней мере, про это все время рассказывают. Вот я тоже думаю, что просто у стендап-комиков меньше интимного, меньше спрятанного. То есть в этом и прикол юмора, что люди узнают себя, даже когда человек рассказывает как бы свою историю. И им становится легче от этого. Я правда думаю, что зрителям легче становится от юмора, потому что ты начинаешь думать, я не один такой калич. Были ли у тебя в жизни партнеры или друзья, которые просили тебя вот связанную с ними историю совершенно точно не рассказывать? Да, но это всегда какая-то фигня. Это всегда вот история из серии типа «Я вместо наволочки надела пододеяльник, только не рассказывай это в стендапе». Ты говоришь: «Мам, ну это типа не какая-то конкретная история. Обещаю, не буду, потому что это херня какая-то, а не история для стендапа». Если я рассказываю что-то про своих друзей, я спрашиваю их, можно ли это рассказать. Если я рассказываю какие-то идиотские истории про родственников, я стараюсь им тоже об этом рассказать. Ну, папа сам приходит на выступление, хотя, мне кажется, когда папа приходит, я не рассказываю про него приколы. Ну, и плюс я думаю... Ну, знаешь, шутка про то, что папа хотел... У папы 4 дочки, а он хотел собаку, она прекрасна. Папа, кстати, теперь есть собака. Он ее обожает. Так. Значит, вот мой замечательный подарок. Они сняли вывеску, потому что была вывеска, я скину фоточку. Теперь здесь реклама «Аватара» второго. Потому что это называлось, это первого, 3D-буфет «Аватар». Это название было официальное. И здесь было очень здорово. Здесь столько всего поменяли. Это, короче, же бывший завод «Правды». А здесь вот раньше был такой рельс гигантский, по которому проходил станок, на котором возили какие-то там газеты. Вот, и здесь несколько репетиционных баз, какие-то танцевальные студии. И раньше было много студий звукозаписи. И было много разных музыкантов, которые любили выпивать. И мне очень нравилось, что это было какое-то такое чистилище, это было место, где все потерянные люди собирались, потому что это были музыканты, которые как бы профессионалы, но что-то случилось, что вот они не стали суперизвестными, супервостребованными, и они такие, они очень умные, очень тонкие, ну, не все, естественно, но очень потерянные. И вот мне было 18 лет, а им было там под 40, и они со мной все очень уважительно разговаривали. И это были, наверное, первые взрослые в моей жизни, которые относились ко мне как к равной. Это стены, которые живут своей жизнью абсолютно. Здесь куча граффити, куча надписей. Они замазываются, появляются новые. И это было прикольно, что ты каждый день приходишь на работу. Я вот с того конца входила, и ты приходишь, и каждый день наблюдаешь за стенами, не появилось ли что-нибудь новое здесь. Но были еще супер смешные истории. Тут сверху репетиционная база коррозии металла. О май гад. Да. И, значит, паук тоже к нам мимо захаживал периодически.
Еще у Паука в команде работал чувак, который был типа «принеси, подай». Это был чувак, у которого 6 классов образования, и он разговаривал так, что ты просто дешифровкой занималась, чтобы понять, что он вообще говорит. Но он тоже был очень добрый, и мой первый рабочий день был. Я сижу вот в этом подвале, ем чипсы, он заходит, естественно, уже бухой в 12 утра. Я говорю: хотите чипсы? Он засовывает руку, съедает чипсы и говорит: спасибо, потому что я собирался идти вешаться. У нас был день, когда был потоп в туалете. Ты спускаешься вниз, там вот такой вот слой воды из туалета, а там такие туалеты еще были, что там и без слоя воды было жестко. Люди вот так вот по этим поддонам пробираются по подвалу, а у вас первое открытое помещение, где сидят люди, поэтому, естественно, вы первые, кого спрашивают, что случилось. В этот же день приехал ОМОН закрывать какой-то магазин с нацистскими нашивками. И люди вот так вот заходили, и когда уже, знаете, 10-й человек заходит, они такие: трубу прорвало, вы отвечаете, закрывают магазин. То есть у вас уже была отработанная схема ответов про насущные вопросы жизненные. А сюда я попала, потому что мои подружки ходили тут на какое-то танцевальное пробное занятие. Я с ними не пошла, я сидела вот там вот в другом кафе, пила отвратительный кофе, читала книжку. Была уверена, что я конформистка невероятная, Буковски читаю. Но это такая фишка, когда ты в каком-то возрасте не можешь найти себе единомышленников и думаешь, что их вообще не существует, и ты такая вот одна во всем мире. Вот, значит, я дочитала книжку, и мне хозяин спрашивает этого заведения, типа: а что ты читаешь? Я такая: Буковский, если хотите, вам оставлю почитать. Он такой: спасибо. А оказалось, что он какой-то там филолог до хера, и вообще. Он разговаривал с каким-то клиентом, я говорю: а у вас есть работа для меня? Просто типа не сфига. Он говорит: да, приходи завтра. Я пришла и так осталась здесь на год. Обалдеть. Круто. Ну и мы до сих пор там периодически переписываемся с хозяином заведения, с девочкой, которая здесь познакомилась, с Надей. Она сейчас работает в спеццентре. Это танцевальная студия сейчас, а раньше это была гигантская репетиционная база, где всегда кто-то пытался учиться играть на барабанах. Здесь гиги тоже раньше приходили разные. Тут была какая-то пара двух почти что детей, там кому-то было 18-19 лет. Они познакомились, значит, она забеременела. У них свадьба прям тут где-то была. Боже. Я на ней присутствовала, естественно. То есть я сама в этом подвале оставалась ночевать несколько раз. Это вообще красиво. Когда я здесь последний раз была, этого не было. Что у тебя не сложилось в женском стендапе на ТНТ? У меня не получалось попасть в формат. Я в вечных отказах была, то есть мне казалось, что это смешно, у меня постоянно опускались руки, я вечно ревела. Там еще не все методы общения, на мой вкус, были со стороны начальства гуманными. Нет, это не от славы. У меня ничего не получалось, людей все не устраивало, то есть это было просто обоюдно, мы не подходили друг к другу. То есть я как бы не вписывалась в формат, в темп. То есть чтобы очень долго быть в телеке, тебе нужно быть невероятно работоспособным человеком. Потому что не ты решаешь, когда ты отдохнешь, какой длины ты сделаешь перерыв. У тебя есть срок, план, к которому должно что-то быть. И все, ты сидишь, работаешь. И продюсеры находились, я как понимаю, это было их, у Зои это было первое, ее шоу, у Ирки не первое. То есть они находились под очень сильным давлением. Они должны были не посрамить, условно, женщин вообще. На девочек было сильное давление относительно того, что все должно быть круто, все должно быть к сроку, все должно быть на высшем уровне. Относительно телевизионного формата и относительно задач, которые у них были поставлены. Внутренние задачи, внешние задачи к программе. И я просто, не вписывалась. Все, мы это со временем поняли обоюдно. Ты сама ушла или они тебя попросили? Сама. Никто меня особо не держал. В моем поколении мнения разделились, и кто-то мечтал менять страну, а кто-то пойти работать в «Газпром». В твоем поколении стендап-комик и айтишник – это были две мечты. И вот те, кого не взяли в айтишники, как будто бы пошли в стендап-комики. Кстати, у меня есть друг, который был супер перспективным
Его вообще брали куда угодно. Его кандидатская была какая-то там потрясающая, которую там брали издания научные. Он проработал 1 день в конторе, расплакался и ушел домой. И понял, что хочет быть стендап-комиком, и вот это все вот его в душу разрывает. И стал? Да, конечно, Дима Колбелкин. А я вообще не решала стать стендап-комикессой. Я даже думаю, что... Я такой человек, что я думаю, что, возможно, завтра я перехочу быть стендап-комикессой, не знаю, решу, что мне надо срочно в монастырь. То есть я готова к таким своим мувам. Я просто начала выступать, и мне понравилось, это было весело. Сначала я просто какие-то истории рассказывала, вообще без шуток, а люди все равно смеялись. Это как приятно. Первые несколько лет я волновалась так, что у меня трясся микрофон, и все в какой-то момент просто очень переживали сначала за меня, а только потом начинали смеяться. Я себе ударяла микрофоном по зубам, потому что у меня рука вот так вот тряслась. У меня был смешной случай, мне смешно было. Там была такая сцена, что в тебя светит софит очень ярко. Ты вообще не видишь, что в зале. В зале очень темно, чернота. И мне в какой-то момент до этого посоветовали, говорят, попробуй со стойкой выступать, не с микрофоном. Может быть, так у тебя будут руки меньше трястись, и как-то будет визуально приятнее выглядеть. Я поставила этот микрофон, вцепилась в эту стойку и трясла стойку просто уже вот так вот. И в какой-то момент я что-то рассказываю, и ко мне на сцену встает мужик, просто вот так вот из зала, хватается что-то за эту стойку, его стаскивают, а мне дальше продолжать выступать. Я даже никак это особо не отбила, просто... И потом выяснилось, что это был пьяный мужчина. Он думал, что у меня не руки трясутся, он думал, что я стойку чинить пытаюсь. Он хотел тебе помочь? Он хотел стойку мне починить. Но я кирпичей наложила знатно в этот момент. Но мне сразу казалось, что ко мне очень тепло относились зрители, и ко мне тепло относились организаторы, у которых я первый раз выступала. Но на самом деле успех еще в том, что ты, например, понимаешь, что ты делаешь. Когда ты управляешь залом, ты контролируешь смех в зале. Я давно занимаюсь стендапом, но все равно сомневаюсь в своем чувстве юмора. К нему объективно есть вопросики. Я недавно написала сообщение, случайно без слова «сникерс» написала «стрикерс» и смеялась 5 минут. Из плюсов у меня у друзей такое же чувство юмора. Из минусов они стендапом не занимаются. Я рассказывала другу, что водила кота кастрировать, и мне объяснили, что сейчас новомодные методы кастрации, там ничего не отрезают, там просто перевязывают какие-то канатики. И мой друг от этого смеялся так, что сначала покраснел, а сверху красного белыми пятнами пошел. Потому что, цитата, «перевязывают канатики». Кто? Маленькие матросики. Так, у меня все, спасибо. Хорошего продолжения вечера. Пока-пока. Я знаю кучу комиков, которые так сильно любят стендап, что им все равно, какая реакция поначалу была, они будут работать, они будут идти к своей цели. Я вообще зависима от реакции. Сейчас СДВГ это типа немножко модно, но мне кажется, что у меня есть СДВГ, я и с психологом, психиатром про это говорила. И СДВГшникам в профессии очень важно моментальное позитивное подкрепление своим действиям. И, соответственно, большинство творческих профессий, типа блогер, комик, ты сразу получаешь реакцию. И даже я думаю, что и журналистов тоже. Ты сразу получаешь какие-то комментарии, какой-то фидбэк. То есть это какая-то реактивная работа. И ты таким образом реализовываешь СДВГ, и тебе комфортно сразу... не реализовываю, да, но мне это подходит. А что ты любишь, кроме того, чтобы шутить на сцене? Я сейчас занимаюсь кинцуги. Но вот это, кстати, история про то, что вот у тебя на канале можно хвалить Москву? А почему нельзя? Я не знаю. Вдруг. Что правда, Москва — это удивительное место в том плане, что если у тебя есть какой-то интерес, если у тебя есть какое-то желание попробовать какое-то творческое ответвление или какое-то спортивное направление, в Москве это есть. Потому что у меня разбилась тарелка, которую мне подарила подруга, и я вспомнила про японскую технику починки посуды кинцуги и нашла мастерскую, которая в Москве занимается починкой. Я отправила туда свою тарелку. Мне сказали, сколько это стоит. Я сказала, а может быть, у вас есть мастер-класс? И они такие, да, приходите на занятия. И я сижу на занятии и чиню тарелку. Еще я занималась на пилоне, но я недавно с него упала и сломала себе ключицу. Ты знаешь, у меня дочка занималась на пилоне, и я занималась вместе с ней. О, это же круто. Да, и меня потрясло, сколько это тяжело. Да, это занималась спортивным пилоном, но как бы... Если увидеть меня на пилоне, спортивным пилоном это нельзя было назвать. Я пыталась заниматься им. И там я делала такой
переворотик должна была сделать. Это так со спрыгом. И я его много раз что-то уже делала, и, видимо, чуть-чуть подрасслабилась. Не зацепилась башкой вниз, ногой об ногу и просто упала вниз. Хочешь прикол еще тоже про эту руку скажу? Я иногда брата с собой таскаю, где-то, когда он остается со мной. Я хожу на тренировку, мы до этого заходим в магазин, я потом покупаю ему какой-нибудь комикс, и пока у меня тренировка, он сидит, читает комикс, потом мы идем куда-нибудь есть, потом я иду там на съемку или на выступление, он там в гримерке сидит, читает комикс, потом мы возвращаемся домой, болтаем параллельно. И, я упала с пилона, а дальше у меня съемка. И я говорю, слушай, малой, давай сейчас на съемку, потом в травму съездим, там буквально 5 минут, мне там сфоткают, все вот это вот. В итоге я съемку отсидела, по перилам покаталась. Меня никто не просил кататься по перилам на съемке. Это было мое личное желание. А потом мы приехали в 2 часа ночи в травму с ним. И мне такие, это перелом со смещением. И вот эти вот кости, которые сильно движутся, грубо говоря, подвижные, они, больно, но не так, как в фильмах показывают. Покажи Чеботкова. Ой, да нет, это неинтересно. Да это на самом деле не Чеботкова. Тот человек, которого я изображаю на сцене, это просто... Все говорят, что ты показываешь Чеботкова. Покажи Чеботкова. Так, да я не конкретно его пародирую. Я пародирую в целом любого самовлюбленного комика, который уверен в том, что он хорош. Что он, есть... Он и остальные. А просто Чеботков — это как бы визуализация этого образа. А я правильно понимаю? В России. В Америке тоже куча таких комиков. Что есть поколение взрослых мужчин-комиков, которые пришли в комедию с очень патриархальными и сексистскими шутками. И они в свое время собирали даже стадионы. Да, они сейчас собирают. Их время ушло. Да нет, к сожалению, их время не ушло. Они также собирают стадионы, аудитории таких же людей. Было ощущение, что эти комики с сексистскими шутками собирают стадионы. У женского стендапа есть какой-то отдельный уголок, как живой уголок, там, девочки шутят. Но сейчас-то все-таки это меняется, и сейчас и девочки собирают стадионы, и шутки у них не настолько сексистские. А еще сексистские шутки со стороны девочек, почему считается это нормально? Потому что это пока что не из сильной позиции. Я понимаю, что сейчас люди такие, какие женщины угнетенные. Я это условно называю, не разбирая, то есть которые находятся в более слабом положении в обществе. Если это направлено на них, соответственно, ты бьешь вниз. Когда это направлено на мужчин, значит, ты бьешь вверх. Эти шутки могут не нравиться, можно от них уставать, но это шутки вверх пока что. Но Чеботкова-то ты покажешь? Да нет, это не Чеботков, это просто образ. Это просто визуализация чересчур уверенного и самовлюбленного комика на сцене. Слушай, я ожидала услышать, что у вас какой-то личный конфликт. Нет, меня очень задело отношение Чеботкова к Идраку. Идрак шутил над Чеботковым. Чеботков – стадионный комик. Идрак – супер нишевый комик. И Чеботков обиделся и в треке издевался над Идраком. На человеку, на коллегу, которого за юмор выпизнули из страны. И я думаю, ты же лох. А сейчас тебе не страшно это говорить? Что конкретно? А вдруг тебя тоже из страны? Что поделать? Буду в другой стране. Пока я здесь нахожусь, я здесь. Если мне скажут, давай, тюрячка, либо ты уедешь, я уеду. А если выбор? Самое обидное, если не спросят. Я тебе хотела сказать, Вер, тут все чаще не спрашивают. Думаю, так, жалко зубы мне. В тюрьме, думаю, это первое, что у меня исчезнет. Зубы. Жалко. Наверное, медикаменты туда нельзя будет так легко доставить. У меня чуть-чуть поедет крыша, и я стану неуравновешенной и буду раздражать своих сокамерниц. Возможно, они меня побьют за это. Возможно, наоборот, будут мне сочувствовать. В смысле, если не будет выбора, буду подстраиваться под ситуацию, которая есть. Есть, кстати, американские комики, которые сидели в тюрьме. Если не ошибаюсь, Джо Коко Диас сидел в тюрьме. Можно сказать, что сейчас, приближаясь к 30, ты довольна своей внешностью, ты довольна своим телом, и ты довольна той точкой профессиональной, в которой ты находишься? Все, да. Да, я всегда была счастливым человеком, и даже когда в самые депрессивные моменты я всегда понимала, что мне повезло иметь все самое лучшее. Все самое лучшее – это не всегда самое большое, самое дорогое. Это про то, что ты получаешь то, что тебе нужно, в нужном количестве.
О чем ты мечтаешь, Вера? Значит, Давай. есть два вида. Есть цели, планы, которые мы себе формулируем, и, возможно, когда-то они действительно сбудутся. Есть мечты, которые, как завещали всякие разные люди, должны быть несбыточными. Дорогая Елена Блиновская, мне очень приятно, что вы посетили нашу передачу. И вот среди несбыточной мечты, естественно, я мечтаю учиться в испанской школе-пансионе. Ты же ездила на стажировку в Испанию? Нет, это не стажировка Ну, как была. называется? Да, это по обмену было. По обмену, Нет, да. я не в такое. Я мечтаю где-то что-то из мятежного духа. Вот такое вот. поняла. Там. Мы там в группе играем с красивыми голубоглазыми мальчиками. Вот это все. Вера, тебе уже 30 какие-то. Да, я знаю. Это мечты. Это мечты. Так. В мечтах мне, естественно, там Ну, сколько, кстати? 17 пусть будет. Плюс-минус. Вот, там заканчивать 10-11 класс. Это я недавно видео смотрела, сейчас я расскажу. Был прикольный поинт. Да, это то, что никогда не сбудется. И просто это какие-то... Когда ты лежишь, фантазируешь, мне смешно о таких штуках фантазировать. А какие-то вещи, которые я действительно, может быть, когда-нибудь хотела бы сделать, я даже не хочу называть мечтами. Это такие возможные планы. Например, выступать на английском, на открытых микрофонах где-то в течение года, например, хотя бы попробовать. Но это тоже такие планы. Я такая, на что твои коты будут есть? Поинт. Видео ты пересмотрела. Поинт. Я люблю в аниме конкретный жанр. Сёдзе, романтика, комедия. Это так вот... Это такой жанр, который рассказывает чаще всего про подростковую любовь, чаще всего в сеттинге школы. И я так в какой-то момент, там было эссе классное на эту тему. Я подумала, действительно, а почему все в школе происходит? И они говорят, и там просто проговорилось, что это реализация японских фантазий о молодости, которую им не дали. И я такая, я тоже все это люблю, потому что у меня не было такой любви в школе, не было драмы какой-то. Понимаешь, что я? А ты во сколько в первый раз влюбилась так по-настоящему? Не знаю, наверное, в 24 года. Я чемпионка мира по безответной влюбленности. И я говорила с психологом об этом, потому что принято же ругать безответную влюбленность. Почему? Ты живешь в воображаемом мире, вместо того, чтобы строить реальные отношения. Да, и мне психолог тоже сказала примерно плюс-минус про это. Она говорит, если у тебя условно сейчас нет задачи строить семью и рожать детей, то в целом это очень удобный вид безопасных отношений, если ты осознаешь, что это в твоей голове происходит. А у тебя парень сейчас есть? Нет. Свет. То есть ты вообще не хочешь? Отношений? Да. В теории мне нравятся отношения. На практике это сложно. А что сложно? Знаешь, как мне сын говорит, что отношения занимают слишком много времени, и у меня не хватает времени на компьютерные игры. Примерно так же. Это отнимает много сил. И мы с моим не совсем предпоследним молодым человеком, мы когда расставались, мы с ним друзья сейчас, мы когда расставались, мы пришли к тому, что мы на эти отношения тратим очень много сил, очень много времени, и все как будто уходит в какую-то черную дыру нашего непонимания. И мы оба хорошие, мы друг друга любим как друзья, но лучше мы эти силы будем тратить на что-то, что нам действительно дает какое-то продвижение. Мама от тебя требует чего-нибудь в этом смысле? Нет. Если ты зарекомендуешь себя как припизнутая, то от тебя детей не будут особо требовать. Они смотрят на тебя и думают, не в луже лежит. И замечательно. Это меня кот поцарапал, когда я ему лекарство давала. Но это еще не сильно. Он меня все разы царапал, не когда я его держала и давала лекарства. Это сложно, кстати говоря, дать коту лекарство. Он меня царапал, когда я его уже отпускала, и он задними лапами от меня отталкивался, чтобы подальше от меня убежать. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Безопасность. Родина или истина? Истина. Как ты думаешь, на выборах через 6 лет у тебя будет выбор? Хотелось бы, чтобы выбор был не такой, что кто угодно, только не. Хочется, чтобы тебе было интересно знать, что это за кандидаты. Но пока я думаю, что это невозможно, потому что оппозиция уничтожалась. И фраза «кто, если не Путин», к сожалению, правдива. Но не потому, что
это такая любовь к лидеру, а потому что все, кто были, кто если не, их уничтожали постепенно, одного за другим, запугивали и заставляли всех остальных бояться даже пытаться идти в эту структуру. Сменяемость власти нужна для того, чтобы человек у кухни не поехал. Она даже для самого человека была бы полезна.